Вы не поверите, что происходит в турецком шоу-бизнесе прямо сейчас. Скандалы, которых не видели даже самые преданные фанаты. Отмена легендарной премии, громкие уходы актеров, разоблачение и неожиданное признание, о котором в Турции говорят, но боятся повторить вслух. Сегодня вы увидите все, что скрывалось за кулисами Турдизи. От личных конфликтов и закрытых проектов до шокирующих заявлений звезд, которые способны разрушить целые карьеры. Это специальный дайджест новостей из официальных источников, а также честное мнение автора о том, что происходит с индустрией, где слава, любовь и интриги сплетаются в единое шоу. Досмотрите видео до конца, потому что финал этой истории перевернет ваше представление о турецких сериалах. На турецких съемочных площадках снова бурлит жизнь. Камеры включаются одна за другой, а продюсеры будто соревнуются, кто первым удивит зрителей. Эта неделя стала переломной, словно кто-то нажал кнопку «Перезагрузка» для всей индустрии. Одни проекты взмывают на вершину рейтингов, другие исчезают, не успев раскрыться. А за кулисами – скандалы, громкие решения и неожиданные союзы звезд, которые изменят привычный порядок вещей. Турецкий сериал – это уже не просто жанр, а целая вселенная. И кажется, осень 2025-го станет ее новой точкой отсчета. Пока одни празднуют успех, другие вынуждены прощаться с тем, что казалось вечным. Ветераны возвращаются на экраны, а молодые актеры готовятся занять их место. Все движется, все меняется, и зритель больше не просто наблюдатель, он часть этой игры. Сегодня мы окунемся в события, которые за несколько дней перевернули турецкий шоу-бизнес. Вас ждут рекорды проката, отмененные церемонии, громкие уходы, неожиданные премьеры и дуэты, которые уже называют легендарными, хотя их еще никто толком не видел на экране. Эта история не только о сериалах. Это хроника того, как эмоции, амбиции и репутация сплетаются в узор, который теперь называют одним словом «Турдизи». Камеры включены. Свет горит. И мы начинаем. Ноябрь ворвался в турецкую индустрию не тихим шорохом осенних листьев, а гулом восторженных аплодисментов. Кинотеатры переполнены, онлайн-кассы зависают, зрители заполняют залы, словно соскучившись по настоящему событию. Фильм «Спящий» с Чагатаем Улусоем и Эльчин Сангу стал тем самым взрывом, который вывел турецкое кино на новый уровень. С первых часов после премьеры цифры пошли вверх с головокружительной скоростью, более 100 тысяч зрителей за полдня. За 5 дней проката свыше 220 тысяч, и эти данные уже вошли в историю. В день премьеры, 29 октября, совпавший с национальным праздником, зрители буквально не помещались в залах. Кто-то стоял у проходов, кто-то приезжал в другой город, лишь бы успеть на первый показ. Для кинотеатров – праздник, для актеров – триумф, для зрителей – момент, который хотелось запомнить. История «Спящего» началась как эксперимент. Картина вышла не в выходные, а среди недели, рискованный шаг, способный погубить даже самый ожидаемый релиз. Но результат превзошел все прогнозы. Фильм не просто удержался, он стал сенсацией осени, опередив все конкурирующие проекты. Иронично, что герой картины спит, а зрители, наоборот, проснулись. На премьере было все: вспышки камер, блеск вечерних нарядов, восторженные крики фанатов. Чагатай Улусой, спокойный и сосредоточенный, благодарил команду, повторяя, что это победа всей съемочной группы. Рядом Эльчин Сангу, сияющая, но чуть смущенная под градом вопросов. Ее имя снова на устах у всех, ее возвращение называют вторым дыханием карьеры. В турецких СМИ пишут о феноменальном успехе пары, а зарубежные порталы уже предлагают дублированные версии фильма для проката за пределами Турции. Впрочем, успех «Спящего» не только о цифрах. Это символ перемен. Пока многие считали, что турецкий зритель устал от мелодрам и ищет что-то иное, картина доказала. Главное не жанр, а эмоции, подлинные чувства, живые герои. Актеры, знакомые по сериалам, впервые за долгое время встретились на большом экране. И публика увидела, насколько мощная телевизионная энергия может работать в кино.
Критики уже называют фильм началом новой волны турецкого кинематографа. Он словно объединил две реальности – привычные телевизионные истории и масштаб, к которому стремится современный зритель. Все это стало сигналом – турецкое кино возвращается к роли лидера, а зритель снова готов вкладывать эмоции, деньги и время в национальные проекты. На фоне этого бурного успеха индустрия будто выдохнула с облегчением. Да, мы все еще умеем создавать чудо. Но дыхание радости оказалось коротким. Пока актеры праздновали кассовые рекорды, за кулисами зрел другой сюжет, тихий, но куда более драматичный. Через несколько дней стало известно, что старейшая и самая престижная премия страны. Та, с которой для многих начиналась звездная карьера. В этом году не состоится. И хотя публика продолжала обсуждать рекорды «Спящего», в воздухе уже витало чувство тревоги, если даже «Золотая бабочка» падает. То что будет дальше с турецким шоу-бизнесом? Новость прозвучала тихо, почти буднично, без фанфар, без пресс-конференций, без привычных золотых декораций. Всего одно короткое сообщение: премия «Золотая бабочка» в этом году отменена. И будто кто-то нажал «пауза» в самой сердцевине турецкой индустрии. 50 лет подряд это было главное событие года. Красная дорожка, сияющие наряды, громкие имена и неизменная интрига – кто увезет статуэтку. Для многих актеров «Бабочка» была больше, чем награда. Она означала признание, переход в высшую лигу, точку, после которой карьера менялась навсегда. Но теперь, впервые за полвека, церемония не состоится. Причина – уход спонсора. Компания Pantone, десятилетиями стоявшая за этим брендом, внезапно отказалась продолжать сотрудничество. Для зрителей это стало шоком. Соцсети наполнились вопросами: как так, почему именно сейчас? Одни говорили о кризисе индустрии, другие – о политических разногласиях. Третьи – о падении интереса к телевизионным премиям в эпоху стримингов. Но истина, как часто бывает, оказалась проще и грустнее – финансовая нестабильность. Организаторы обещали перенести церемонию на декабрь. Но потом пришло новое заявление – мероприятие не состоится вовсе. И это не просто отмена шоу. Это сигнал о переломе, старая модель признания больше не работает. Глянец уступает место цифровым лайкам, телевизионные рейтинги проигрывают интернет-просмотрам. Актеры теперь не ждут золотой статуэтки, они ждут трендов в TikTok, реакций фанатов и контрактов со стримингами. Тем не менее, символизм этой потери огромен. «Золотая бабочка» была зеркалом турецкого успеха. Здесь начинались легенды, от Берин Саад до Кыванча Татлытуга. Здесь плакали, спорили, благодарили и мечтали. Каждый год зал Заурлу Центр превращался в арену триумфа, где каждая улыбка могла стать началом новой эпохи. И теперь, когда все это исчезло, пусть и временно, возникло чувство пустоты, как будто закрылся целый пласт турецкой культуры. Артисты признавались: сложно поверить, что в декабре не будет этой сцены, этой музыки, этого света. Но шоу-бизнес не терпит тишины. Когда падает один символ, на его месте тут же вырастают новые. И пока журналисты обсуждали, сможет ли «Бабочка» когда-нибудь вернуться, в индустрии уже рождались другие сенсации. Новые сериалы, неожиданные дуэты и онлайн-премьеры заполнили пустоту, показывая, что турецкое телевидение живо и способно на обновление. И если одна эпоха закончилась, то другая, возможно, уже началась. На фоне все еще горячих обсуждений отмены церемонии, Турция готовилась к волне премьер, которые должны были доказать: истинное признание приходит не со сцены, а с экрана. Турция не успела оправиться от новости об отмене «Бабочки», как индустрия уже ответила на этот удар не словами, а делами. На телеэкранах, в кино и на онлайн-платформах одна за другой начали появляться премьеры, каждая из которых претендует стать новой визитной карточкой сезона.
Осенний эфир превратился в поле битвы гигантов. Традиционные телеканалы, интернет-сервисы и продюсеры с мировыми амбициями словно соревнуются, кто сумеет удержать внимание зрителя хотя бы на миг дольше конкурентов. Главная надежда телевизионного сезона – плодородные земли. В центре сюжета – противостояние двух старинных семей Берекет-оглу и Караханлы за наследие, землю и власть в Жиркой-Адане. Энгин Акюрик, один из самых уважаемых актеров Турции, играет Амера, человека, который отчаянно защищает родовой дом от посягательств. Его партнерша, Гюльсим Али, воплотила образ женщины-прокурора, умной, сильной и готовой бросить вызов патриархальной системе. Первые кадры сериала уже породили обсуждение. Зрители сравнивают масштаб съемок с лучшими историческими драмами, а критики отмечают, в стране давно не снимали телевидение с таким вниманием к деталям. В то же время в эфире появилась еще одна громкая премьера «Тысяча и одна ночь». Проект, вдохновленный легендарным арабским эпосом, стал настоящим визуальным пиршеством. Ибрагим Челиккол и Джансу Дире создали дуэт, в котором сочетаются сила и загадочность. История султана, утратившего доверие и встретившего женщину, способную изменить его судьбу, оживает в новых декорациях, где классическая сказка превращается в психологическую драму. Каждая серия – как ожившая миниатюра из старинного манускрипта, костюмы, орнаменты, свет и звук будто переносят зрителя в другую эпоху. Но настоящая революция происходит не на телевидении, а в интернете. Платформа Tabi, поддерживаемая государством, буквально наступает на пятки гигантам стриминга. Именно здесь выходит Айши, нежная, почти документальная история о первой женщине-сценаристке турецкого кино. Денис Байсал в главной роли показывает путь героини, которая не просто пишет тексты, но и создает язык для нового поколения женщин-авторов. Каждая сцена – это разговор о свободе, о праве на голос, о цене творчества в обществе, где все еще принято молчать. Tabi готовит к релизу еще несколько проектов, и каждый из них – эксперимент. От драмы до неон-нуара, от истории любви до мистических триллеров, турецкие продюсеры пробуют все, стремясь доказать, зрителю 21 века можно предложить не только привычные мелодрамы, но и жанровое кино мирового уровня. В этом хаосе премьер чувствуется энергия перемен. Кажется, будто индустрия, потеряв символ наград, решила доказать, что способна сама быть наградой для зрителя. Сюжеты становятся сложнее, персонажи глубже, а съемки дороже и смелее. Все указывает на то, что Турция окончательно перестает быть просто фабрикой сериалов и превращается в лабораторию нового телевидения. Пока одни восхищаются масштабом, другие следят за драмой, которая разыгрывается уже не на экране, а в реальной жизни. История, в которой нет сценария, а эмоции настоящие, как никогда. И в центре этой истории одна из самых обсуждаемых актрис Турции. Пока фанаты обсуждали премьеру «Спящего», где Эльчин Сангу блистала в главной роли, в реальности вокруг актрисы разгоралась история, совсем не похожая на гламурную сказку. Все началось как обмен уколами в прессе, но быстро превратилось в затяжной судебный конфликт, который тянется уже больше года. Журналистка Берсен Алтунташ, известная своими резкими публикациями, выпустила материал, где намекала на сомнительные деловые связи возлюбленного актрисы. Эльчин ответила жестко, назвав публикации ложными и подала иск, утверждая, что журналист нарушила границы допустимого. С тех пор между ними идет настоящая холодная война. Каждый новый судебный раунд становится поводом для десятков заголовков, а публика давно разделилась на два лагеря. Одни считают, что актриса имеет полное право защищать свое имя. Другие, что пресса не обязана молчать, если видит повод для расследования. И вот, этой осенью суд вынес очередное решение в пользу Берсен. Апелляцию Эльчин отклонили, признав, журналист действовала в рамках свободы слова. Решение вызвало бурю обсуждений. На форумах поклонники писали, что актрису просто пожертвовали ради медийного шума. А коллеги по цеху осторожно выражали поддержку, не желая попадать в эпицентр скандала. Берсен, в свою очередь, комментировала все с привычной холодной иронией, заявив, что актеры должны привыкнуть к тому, что слава – это не только аплодисменты, но и ответственность. И все бы осталось просто очередным громким делом.
Если бы не совпадение, в то время как судебные заседания шли одно за другим, в кинотеатрах продолжал идти «Спящий», где Эльчин Сангу вновь доказывала, что может держать внимание миллиона зрителей без единого слова лишнего. На экране сила и обаяние, за кулисами утомительная борьба с бюрократией и сплетнями. Это контраст, который идеально отражает турецкую индустрию. Здесь успех и скандал всегда идут рука об руку. Публичная жизнь актрисы стала своего рода зеркалом системы, в которой медиа и артисты давно живут в сложном симбиозе. Взаимно нуждаются и одновременно друг друга боятся. Но Сангу не сдается. По слухам, она готовит ответные шаги и новый проект, который должен вернуть фокус внимания с личных историй на творчество. Возможно, уже в следующем году зрители увидят ее в новой роли, где экранная героиня тоже проходит через несправедливость и давление общества. Жизнь и искусство в Турдизе, как обычно, идут параллельно, периодически сливаясь в одну линию. И пока одни герои борются в судах, другие пытаются сохранить баланс на съемочной площадке. В Турции назревает еще одна громкая перестановка. В сериале, который многие называют сердцем нации. Если есть сериал, который способен удерживать миллионы зрителей у экранов неделями, то это «Клюквенный щербет». Каждая серия этой драмы обсуждается в социальных сетях так, будто речь идет не о вымышленных героях, а о знакомых из соседнего дома. Но осенью 2025 года за внешним спокойствием проекта начались перемены, которых никто не ожидал. Главная звезда сериала, Сыла Тюркоглу, известная зрителям по роли Доа, покидает проект. Ее уход долго отрицали, потом замалчивали, но теперь это факт, 113-я серия станет последней для актрисы. И если раньше зрители переживали судьбы персонажей, то теперь саму судьбу сериала. На место Сылы придет Серай Кая, актриса с совершенно другим темпераментом и энергией. Ее героиня, Башак, сильная, рациональная, амбициозная женщина, появится после 6-месячного временного скачка, который сценаристы встроили в сюжет. Такой прием для Турдизи почти революционен. Производители явно решили не просто заменить лицо в кадре, а перезапустить историю, сделав сериал жестче, современнее и острее. Появятся новые персонажи, бизнес-партнеры, соперники, новые линии любви и власти. Поклонники уже обсуждают, как изменится динамика между героями. И смогут ли создатели сохранить ту эмоциональную химию, за которую сериал полюбился с первых серий. Немного за кадром остались причины ухода Тюркоглу. По одним сведениям, актриса просто захотела двигаться дальше. По другим, речь шла о творческих разногласиях. Как бы то ни было, ее прощальная сцена станет одним из самых ожидаемых моментов сезона. Сценаристы обещают, что уход Доа будет эмоционально насыщенным, но при этом без излишнего драматизма, все в духе того, как сериал всегда балансировал между болью и надеждой. Все это превращает «Клюквенный щербет» в отражение самой турецкой индустрии, живой, переменчивой, где под привычными сюжетами скрывается не только искусство, но и бизнес, где каждое решение продумано до миллиметра. И если раньше сериал воспринимали как мягкую семейную сагу, то теперь он превращается в историю о женщине, которая заново выстраивает себя и свое место в мире. Такой сюжет, кажется, идеально совпадает с духом времени. Турция 2025 тяготеет к историям о силе, выборе и второй попытке. И пока продюсеры перестраивают съемочный процесс, в другой части Стамбула уже идет подготовка к съемкам нового проекта, который должен стать главным конкурентом «Щербета» в борьбе за понедельничный прайм-тайм. На съемочной площадке в старом квартале Стамбула стоит легкий запах кофе и мокрой плитки после утреннего дождя. Камеры готовы, актеры зачитывают текст, режиссер поднимает руку, начинается новая история, которая уже обещает стать одной из самых обсуждаемых драм конца 2025 года. Ее название «Семья – это испытание». В главных ролях Афра Сарачоглу и Кинан Имирзалоглу. Два поколения турецкого телевидения, две эпохи, две силы, столкнувшиеся в одном кадре. Он – легенда,
чьи роли давно стали символом благородства и внутренней мощи. Она – актриса нового поколения, которой удалось объединить элегантность классического Турдизи и дерзость современной женщины. Их встречи на экране – не просто сотрудничество, а столкновение стихий. По замыслу сценаристов, сюжет вращается вокруг влиятельной семьи, чьи старые тайны начинают разрушать внешнее благополучие. Тема власти, морали, выбора между любовью и долгом – все это знакомо турецкому зрителю. Но здесь оно подано в новой форме, с вниманием к деталям, с живыми диалогами и редкой актерской химией. Кенан играет мужчину, пережившего множество личных потерь, но сохраняющего достоинство, даже когда рушится все, что он строил. Афра – героиню, которая вынуждена бросить вызов самой системе, частью которой когда-то была. Ее персонаж не просто эмоциональный, он символ перемен, символ той новой Турции, где женщина уже не второстепенная фигура, а полноправный участник истории. Сериал снимает компания, известная вниманием к качеству и глубине сценария. Каждая сцена здесь будто фрагмент театра, где игра актеров держится не на внешних эффектах, а на эмоции, едва заметные в движении глаз или паузе перед фразой. За камерой работают те же специалисты, что создавали визуальную эстетику «Зимородка». Поэтому кадр словно дышит: мягкий свет, полутона, густые тени, отражение на стекле. Это не просто история семьи, это метафора самой страны, где старые устои и новые поколения ищут способ сосуществовать. К проекту присоединился Серкай Тютюнджу, актер, который известен зрителям по драмам «Невинность» и «Грязная корзина». Его персонаж добавит динамики и напряжения, став третьей силой между героями. И именно эта линия обещает зрителям самые драматичные сцены грядущего сезона. В индустрии уже говорят, что «Семья» — это испытание, станет главной премьерой зимы. Ставки сделаны, даты выхода согласованы, а трейлеры собирают сотни тысяч просмотров за считанные часы. Для телеканала это шанс вернуть позиции. Для актеров – возможность сказать зрителю, что турецкая драма все еще умеет быть большой. Пока съемочная группа завершает очередную сцену. В новостных лентах появляется еще одна пара имен. Молодая, неожиданная и уже ставшая темой для обсуждений. Сцены еще не сняты, но зрители уже уверены, эта история станет хитом. Когда в одном предложении произносят имена Альперена Дуймаза и Су Бурджу Джашкун, интернет буквально взрывается. Этот дуэт еще не появился на экране, но уже стал одним из самых обсуждаемых событий ноября. И это неудивительно, оба актера молодые, харизматичные, с сильным экранным магнетизмом. Теперь они объединяются в новом сериале под названием «Ожидаемый Мехди», который обещает стать смесью психологической драмы и мистического триллера. Съемки начались в старом городе Урфа, где пыльные узкие улицы, глиняные стены и теплый ветер создают атмосферу Древнего Востока. Производство держат в секрете, официальные пресс-релизы скупы, кадры со съемок появляются редко. А это лишь усиливает интерес публики. Тем временем фанаты уже обсуждают каждую деталь: кто такой Мехди, какую тайну скрывает его героиня и что значит само название «Ожидание». По сюжету, героиня Су Бурджу – молодая преподавательница истории религии в университете Харана. Она сталкивается с человеком, который утверждает, что получил знамение, способное изменить жизнь многих. Но за красивыми легендами скрываются внутренние конфликты, недосказанности, страхи и желание верить. Эта история не о чудесах, а о поиске смысла, и в этом ее сила. Альперен Дуймаз, известный по проектам «Если мужчина любит» и «Уличные тайны», превратился из героя романтических драм в актера, способного нести на себе философскую линию. Его персонаж в ожидаемом Мехди – человек с противоречивой природой, в котором сталкиваются вера и сомнение, гордость и уязвимость. Первые зрительские отзывы на промокадры уже называют их дуэт неожиданно притягательным. Атмосфера между героями держится не на словах, а на взглядах, напряженных, длинных, почти осязаемых.
Режиссер проекта Мурат Сарачеглу обещает неспешный ритм повествования, в котором важен не поворот, а внутренний отклик. Сериал должен показать, как две судьбы, мужская и женская, пересекаются не ради любви, а ради понимания того, что такое вера в себя и в других. Для зрителя, привыкшего к вспышкам страсти и бурным диалогам, эта работа станет чем-то новым, более созерцательным, более глубоким. Турецкие критики уже называют ожидаемый Мехди сериалом, который может изменить восприятие жанра мистической драмы в стране. И, кажется, именно на этом контрасте между тишиной древнего города и внутренним штормом героев создатели собираются построить эмоциональную силу проекта. Пока съемки продолжаются, и зрителям остается только ждать первых кадров, в новостных лентах появляется другая пара имен, куда более громких и знаковых для Турдизи. Два актера, которых публика привыкла видеть как символ зрелости и статуса, вновь возвращаются на экран, и возвращаются не поодиночке. Есть актеры, чье появление на экране уже само по себе событие. Им не нужно громких анонсов, рекламных кампаний или скандалов, достаточно одного взгляда, одного кадра, чтобы зритель понял, начинается что-то важное. И в ноябре турецкая индустрия словно решила напомнить, кто здесь создавал стандарты драмы. Кенан Имирзалыоглу, Ибрагим Челикол и Энгин Акурик – три имени, три истории, три разных пути, которые неожиданно пересеклись в одном сезоне. Кенан Имирзалыоглу возвращается в телевизионную драму «Семья – это испытание». После нескольких лет тишины, когда актер сосредоточился на семейной жизни и редких авторских проектах, он вновь в центре внимания. На съемках он спокоен, собран, играет не героя в сияющих доспехах, а мужчину, который ищет в себе остатки веры. Каждая его сцена будто вписана в воздух, без крика, без пафоса, только взгляд и интонация. Это возвращение актера не к славе, а к истокам, напоминание, почему его имя когда-то стало синонимом настоящей мужской роли в Турдизи. Рядом с ним новое поколение. Ибрагим Челикол – актер, который одинаково органично смотрится и в исторических драмах, и в городских триллерах, теперь воплощает султана в «Тысячи и одной ночи». Это не просто переосмысление классики, это попытка превратить легенду в живую, человеческую историю. Здесь султан не холодный властелин, а человек, раздавленный сомнением, потерявший веру в любовь и справедливость. Роль требует тонкости, и Челикол справляется. В каждом движении чувствуется боль, в каждом взгляде след одиночества. И зритель, глядя на этот образ, видит не древнего монарха, а отражение современного человека, который боится вновь довериться. А Энгин Акурик тем временем укрепляет за собой статус тихого лидера. Его новый сериал «Плодородные земли» стал одной из главных премьер сезона. Энгин никогда не играет громко, он словно дышит вместе с кадром. Его герой, землевладелец Амер, не спасает мир, но спасает дом, память, традицию. И в этом зритель узнает не только Турцию, но и себя. Акурик остается одним из немногих актеров, кто способен передать эмоцию без слов. И, возможно, именно поэтому его работы становятся долговечными. То, что эти три фигуры вновь активны одновременно, редкий случай. Обычно индустрия делит внимание. Один звездный сезон, один герой. Но теперь все иначе. Три проекта, три разных подхода к мужской роли. Имирзалыоглу показывает зрелость и ответственность. Челикол – сомнение и боль. Акурик – стойкость и внутреннюю тишину. Вместе они создают своеобразный портрет турецкого мужчины 21 века, не безупречного, не идеального, но живого и чувствующего. Эти возвращения доказывают: Турдизи – не просто поток сериалов, а зеркало, в котором отражаются поколения. И если раньше зритель ждал, чтобы герои спасали других, то теперь, чтобы они спасали себя. Пока зритель еще переваривает это возвращение титанов, индустрия делает следующий шаг, шаг туда, где будущее уже наступило. Не на телевидении, не в кино, а в онлайне, где рождаются новые форматы, новые правила и новые зрители.
турецкий зритель меняется, а вместе с ним меняется и сама индустрия. Телевидение все еще остается важной частью культурной привычки. Но сегодня оно уже не диктует моду, его догоняет интернет. И впереди всех платформа Tabi – новый центр силы, который всего за год превратился из смелого эксперимента в игрока национального масштаба. Tabi не просто выпускает сериалы, она создает атмосферу, в которой зритель чувствует себя частью чего-то большего. Это не проект о лайках и рейтингах, это идея о культурной независимости. О том, что турецкий сериал может быть не только экспортом, но и экспериментом. Каждая премьера на платформе – событие, сопровождаемое трейлерами, интервью, закулисными видео. И главное – ощущение, что зрителя здесь воспринимают как соавтора, а не как потребителя. Главный флагман Tabi – Айши. История женщины, стоявшей у истоков турецкого кинематографа. Звучит как манифест о правах творцов, о роли женщины в профессии, о хрупкости таланта. Денис Байсал в этой роли словно оживила саму идею о том, что сценарий – это не просто слово, а дыхание автора. Зрители называют сериал «тихим откровением». Негромкий, без спецэффектов, но невероятно человеческий. И это ровно то, чего давно не хватало турецкому контенту. Другой проект платформы, PY, уже идет по другому пути. Беркан Сакуллу и Деврим Аскан играют в мрачном неон-нуаре, где мир искусства и преступления переплетаются в истории о краже легендарной картины. Сериал соединяет криминальный сюжет, черный юмор и философию. Tabi показывает, турецкий зритель готов к формату, где кадр напоминает арт-фильм. А диалоги звучат как стихи, написанные на улицах Стамбула ночью. Не менее ожидаемый проект «Черная зима». Основанный на реальных событиях 1939 года, когда земная твердь под Эрзинджаном содрогнулась, оставив за собой не только руины, но и истории человеческой стойкости. Мурат Йылдырым и Ханде Дагандемир в главных ролях создают драму, которая не только о катастрофе, но о способности выстоять, когда все рушится. Каждый кадр снят с почти документальной точностью. Холод, пепел, дыхание людей, идущих через пустоту, и свет, который они несут. Tabi не ограничивается драмами. На очереди, словно во сне, где Сида Бакан и Угур Гюнеш превращают историю простой парикмахерши и загадочного бизнесмена в метафору поиска собственного достоинства. А впереди крупнобюджетная «Восьмая семья», объединяющая Хазал Кая, Халюка Белгинера и Али Атая, звезд, которых зрители давно мечтали увидеть вместе. Все это – знаки новой эпохи. Если раньше турецкие сериалы боролись за внимание телеканалов, то теперь они борются за место в онлайн-трендах. И эта борьба дает неожиданные результаты. Аудитория молодеет, темы становятся смелее, а формат – свободнее. Возможно, Tabi – это не просто платформа, а поворотный пункт всей индустрии. Она говорит зрителю: смотри, где хочешь. Но главное – смотри свое. И этим завоевывает сердце тех, кто вырос на Турдизе, но хочет видеть его новым. И пока цифровая революция набирает обороты, в центре внимания оказывается тема, которую невозможно измерить рейтингами. Тема силы и присутствия женщин в турецком кино. Они больше не героини второго плана. Теперь они те, кто пишет правила. Еще несколько лет назад турецкие сериалы были переполнены привычными образами. Мягкими, романтичными, немного наивными героинями, чьи судьбы зависели от решений мужчин, от семейных традиций, от обстоятельств. Но сегодня этот шаблон рушится на глазах. 2025 год стал временем, когда женщины перестали быть героинями страдания. Они стали символами силы, разума и перемен. Первой на себя этот акцент взяла Сыла Тюркоглу. Ее уход из «Клюквенного щербета» оказался не просто кадровой новостью, а жестом, который многие расценили как заявление.
Актрисы больше не готовы мириться с ограничениями в ролях и в контрактных рамках. Она уходит, чтобы выбирать. И в этом новая философия индустрии. Вместо покорных исполнительниц личности, которые диктуют, в каких историях хотят быть. Следом Денис Байсалов Айши. Ее героиня – сценаристка. Первая женщина, осмелившаяся писать истории для экрана в эпоху, когда все вокруг говорило – это не женское дело. Каждая сцена здесь не просто сюжет, а высказывание. Искусство принадлежит тем, кто имеет мужество говорить. Зрители отзываются на этот посыл мгновенно. Айши уже называют сериалом, который дал голос женщинам не только в кадре, но и за кадром. Эльчин Сангу – другая грань этой силы. Несмотря на затянувшийся судебный конфликт с журналисткой Берсен Алтунташ, актриса не ушла в тень. Она вышла в премьеру «Спящего» и показала, что сила женщины в том, чтобы идти дальше, даже когда вокруг шум. Ее экранный образ – героиня, которая не ждет спасения, а сама определяет, что значит быть счастливой. И в этом зрители увидели саму Эльчин, искреннюю, уставшую, но не сломленную. Серай Кая, принявшая эстафету у Сылы Тюркоглу в «Клюквенном щербете». Тоже пример новой волны актрис. Ее персонаж Башак не ищет идеальной любви, она строит карьеру, борется. Ошибается и снова поднимается. Продюсеры называют ее героиней времени после 30. Той, кто живет без иллюзий, но с внутренним достоинством. И зритель, уставший от сказок, верит ей безоговорочно. На другом полюсе Ханде Дагандемир. Ее имя в 2025-м звучит не только в связи с фильмом «Черная зима», но и в личной истории. Актриса открыто говорит о счастье, любви и том, что карьера – не единственный критерий успеха. После многих лет одиночества она, по ее словам, нашла человека, который понимает ее тишину. Эти слова прозвучали просто, но для поклонников почти символично. Ханде стала воплощением идеи, что женская сила не обязательно в борьбе. Иногда она в принятии. Так постепенно формируется новый образ турецкой женщины на экране. Не спасенной, а спасательной. Не отражение, а источника света. Сериал больше не о том, как героиня ждет перемен. Он о том, как она становится их причиной. И, может быть, именно поэтому зритель не просто смотрит, а сопереживает по-настоящему. Эти героини возвращают Турдизи его главную ценность – человечность. Без показного блеска, без громких лозунгов, а просто через силу быть собой в мире, который все еще требует компромиссов. Но индустрия не живет только историями вдохновения. В следующем ее витке новые конфликты, обновления и решения, которые способны перевернуть привычную карту рейтингов. Турецкий зритель уже привык, что в каждом сезоне есть драма. Но теперь драма выходит за рамки экранов. После череды громких премьер и бесконечных рейтинговых гонок турецкая индустрия вдруг делает короткий вдох. На фоне новостей о съемках, кастингах и судебных спорах появляется история, которая звучит почти тихо. Без скандалов, без сенсаций, просто о человеческом счастье. Речь о Ханде Дагандемир, актрисе, которая уже много лет идет своим путем, размеренно, осознанно, без гонки за хайпом. Ханде давно называют одной из самых искренних актрис поколения. Ее героини всегда немного задумчивы, чуть грустны, но при этом невероятно живые. И, кажется, именно такой она остается и в жизни. Недавно актриса впервые за долгое время заговорила о личном, о человеке, с которым рядом чувствует себя спокойно. Имя мужчины – Эмре Изер, архитектор и дизайнер интерьеров. Их роман начался без вспышек и заголовков, просто на пересечении общих интересов, вкуса и мировоззрения. В последнем интервью Ханде сказала фразу, которая быстро разлетелась по соцсетям. «Рядом со мной человек, который знает мою ценность». В этих словах
редкая для публичных людей простота и честность. Она не говорит о пышной любви, о планах или доказательствах. Она говорит о спокойствии, о доверии, и зритель это чувствует. Журналисты осторожно спросили о свадьбе. Ханде не отмахнулась, не уклонилась, а просто ответила: «Мы разговариваем об этом. Возможно, однажды». Никаких громких обещаний, только естественная зрелость чувств. Для индустрии, где громкие романы и расставания часто становятся частью промо. Ее история звучит почти как антипод, как напоминание, что счастье может быть тихим. Может быть, именно поэтому зрители восприняли эту новость не как таблоидную хронику, а как эпизод человеческого тепла, которого порой не хватает в потоке новостных бурь. Именно такие моменты делают звезд ближе. А для Ханде это еще и личная победа, умение сохранить приватность, не теряя искренности перед публикой. Но как бы ни хотелось задержаться в этом спокойствии, индустрия не знает пауз. Пока одни находят гармонию в жизни, другие — на съемочной площадке. И турецкое телевидение вновь входит в ритм: новые проекты, рейтинги, борьба за внимание. Пора вернуться в эпицентр событий, туда, где цифры решают судьбу целых историй. Каждая новая неделя в турецком эфире похожа на премьеру большого спортивного турнира. Только вместо мячей — диалоги, вместо очков — рейтинги. И на кону — внимание миллионов зрителей, которые каждую ночь решают, кому отдать свои эмоции. Начало ноября принесло в телеэфир сразу несколько новых проектов. И каждый из них претендует стать открытием сезона. Первым в борьбу вступил сериал «Разведка». Проект Тимура Савджи — это не просто шпионская история, а целая вселенная, где личные драмы переплетаются с темами долга, государства и человеческой чести. Сериал держит стабильные позиции, не теряя аудиторию. И, кажется, уже превратился в тихого гиганта, не в модный феномен, а в крепкий телевизионный столб. Зритель знает, если в понедельник включить «Разведку», он получит то, за что любит Турдизи — качество, эмоцию, серьезность. Совсем иначе обстоят дела у «Мошенников». Старт был яркий, промо-компания агрессивная. Но с каждой неделей показатели начали проседать. Публика будто не нашла в истории того, что заставляет переживать. Рейтинги падают и в категории Total, и в АБ. А это тревожный сигнал для любого проекта. Пока сценаристы пытаются вернуть зрителя новыми сюжетными поворотами. Критики уже говорят, сериал рискует не дожить до конца года. Зато приятно удивил проект «Зависть». Он начинался тихо, с низких рейтингов, но постепенно набрал обороты. После изменений в сценарии и появления новых актеров сериал ожил, прибавив доли и в Total, и в АБ. Это пример того, как вовремя принятые решения могут спасти историю. Зритель почувствовал энергию, а индустрия получила наглядный урок. Иногда не нужно все менять, достаточно услышать аудиторию. Сериал «Бахар» балансирует на грани выживания. Он удерживается в эфире благодаря хорошим продажам за рубеж. Но внутри страны рейтинги едва дышат. Это классический пример того, как международная популярность способна продлить жизнь проекту, даже если на родине интерес угасает. Тем не менее, зрители отмечают, что в последних сериях сценаристы добавили больше эмоциональной глубины. И кто знает, возможно, именно это поможет сериалу удержаться хотя бы до зимы. Рейтинговая гонка — это не просто таблица. За каждым процентом десятки рабочих мест, сотни контрактов, судьбы актеров. Сериал, потерявший аудиторию, может исчезнуть уже через неделю, а успешный — получить продление и второе дыхание. Эта непредсказуемость и делает Турдизи живым организмом. И пока аналитики строят прогнозы, критики сходятся в одном: впереди у турецкого телевидения все больше проектов с сильными актерскими ансамблями, все меньше с шаблонными сюжетами. А вот один из таких проектов уже называют.
главным претендентом на статус интернет-блокбастера. Он собрал актеров, которые в одиночку могли бы тянуть целый сериал, а вместе создают событие, равного которому еще не было в этом году. На онлайн-платформе Tubi все готово к премьере, о которой говорят с самого начала осени. «Восьмая семья» — это не просто сериал. Это проект, вокруг которого собрались лучшие актеры своего поколения. А его создатели открыто заявляют: это история, где турецкая драма выходит на новый уровень, ближе к формату мировых стримингов, но не теряет национальной души. Главные роли исполняют Хазал Кая, Али Атай, Фатих Артман, Халюк Белгинер, Мелиса Донгель и Мехмет Азгюр. Каждое имя здесь – гарант внимания, каждая персона играла в хиты, которые формировали вкус зрителя за последние 10 лет. А теперь эти актеры встречаются в одной истории, где за внешней темой семьи скрывается разговор о морали, наследии, поколениях и ответственности. Сюжет строится вокруг 8 членов большой семьи, которые после смерти главы клана собираются в старом доме, чтобы обсудить наследство. Но за разговором о деньгах вскрываются тайны, которые десятилетиями держались под замком. Каждый герой сталкивается с вопросом: что значит быть частью семьи, если доверие разрушено? Хазал Кая играет дочь, которая уехала, чтобы сбежать от прошлого, а теперь возвращается и обнаруживает, что прошлое никуда не исчезло. Али Атай – ее партнер и по экрану, и по жизни. Воплощает мужчину, оказавшегося между долгом и совестью. А Халюк Белгинер с его фирменным спокойствием и внутренним жаром играет патриарха, чьи решения когда-то определили судьбы всех остальных. Это не шумная мелодрама, а камерная, интеллектуальная история. Каждая серия – как театральный акт, где диалог звучит как признание, а пауза становится действием. Операторская работа, как у лучших европейских сериалов. Холодные тона, медленные планы, внимание к лицам, которые говорят больше, чем слово. Премьера назначена на 19 ноября. И к этому дню Tubi готовится как к национальному событию. Платформа выпускает тизеры, интервью, документальные фрагменты о создании сериала. И все указывает на то, что это будет главный онлайн-релиз конца года. Критики уже называют его турецким HBO. За смелость тем, за визуальный стиль, за баланс между авторским кино и массовым контентом. Именно такие проекты окончательно закрепляют статус Tubi как новой площадки, где рождаются тренды. Здесь больше нет зависимости от телеканальных рамок и цензуры. Только свобода рассказывать истории так, как они задумывались. И зритель это чувствует. «Восьмая семья» — это не просто сериал о родственных узах. Это зеркало современной Турции, где семья все еще священна, но уже не идеальна. Где любовь и вина живут рядом, а молчание может ранить сильнее, чем крик. Эта премьера станет не только финальным аккордом ноября, но и началом разговора о будущем Турдизи, в котором интернет становится не альтернативой, а центром притяжения. Но пока Tubi готовит премьеру, в эфире других каналов звучат совсем другие новости. Финалы, прощания и перемены, которые, как и всегда, вызывают бурю эмоций у зрителей. Каждый сезон турецких сериалов похож на длинное путешествие с запоминающимися лицами, внезапными поворотами и моментами, когда зритель не верит, что история действительно подошла к концу. И вот теперь, к финалу 2025 года, индустрия переживает очередную волну прощаний. Одни сериалы завершают свой путь, другие готовятся к перезапуску или смене актеров, а продюсеры уже строят новые комбинации для следующего года. Самое громкое завершение – это, конечно, «Любовь и слезы». Проект, который обещал стать одной из самых трогательных адаптаций, в итоге не смог удержать турецкую аудиторию. Ремейк корейской драмы «Королева слез» оказался слишком далек от местной чувствительности.
Сюжет, задуманный как эмоциональная история о преодолении, в турецком контексте выглядел слишком холодно. Даже участие Барыша Ардуча и Ханде Эрчел не спасло ситуацию. Рейтинги упали до рекордно низких показателей. И телеканал принял решение завершить сериал на 7-й серии. Но, как это часто бывает, финал, который не оправдал ожиданий дома, получил вторую жизнь за рубежом. Сериал уже выкупили несколько платформ в Европе и Южной Америке, где адаптации турецких историй воспринимают с особым интересом. Так что даже неудача здесь оборачивается опытом. Уроком для продюсеров, которые поняли: даже при звездном составе важнее всего эмоциональная правда. Среди других проектов на грани — «Бахар» и «Глаза цвета Черного моря». Первый выживает благодаря зарубежным продажам. Второй — за счет преданной аудитории. Но оба уже ощущают дыхание финала. Продюсеры не спешат объявлять закрытие. Ведь иногда одно верное сюжетное решение способно вернуть сериал к жизни. Турецкая индустрия знает примеры, когда история, списанная в архив, вдруг возвращалась в прайм с новыми героями и новым смыслом. Но не все новости о финалах звучат грустно. Иногда уход — это шанс на обновление. Так случилось с «Клюквенным щербетом», где вместо Сылы Тюркоглу зрители увидят Серай Каю. Проект не просто выживает, он трансформируется, предлагая аудитории свежую энергетику и новые линии. И судя по обсуждениям в сети, зрители готовы принять эти перемены. С каждым годом турецкий рынок становится все динамичнее. Старые формулы больше не работают. Зритель устал от предсказуемости и хочет рискованных решений. Поэтому финалы здесь не конец, а смена маршрута, где каждая закрытая история означает место для новой. И пока одни проекты сворачивают съемки, другие только начинают репетиции. Камеры уже готовятся к старту январских премьер. И в воздухе витает то самое чувство. Что бы ни закрывалось, Турдизии не остановить. Каждый финал здесь — начало чего-то нового. Нового сезона, новой любви, новой надежды, которая снова соберет миллионы зрителей у экранов. Когда зажигаются последние титры, кажется, будто все закончилось. Но в мире турецких сериалов конец — это лишь переход. Одни проекты уходят, другие рождаются. И в этой непрерывной смене историй кроется тайна успеха Турдизи. Она никогда не стоит на месте. 2025 год стал годом обновления и взросления. Индустрия, которую когда-то называли фабрикой мелодрам, превратилась в сложный организм с собственными ритмами, законами и голосами. Появились новые актеры, новые сценаристы. Платформы вроде Таби изменили правила игры. А зритель стал требовательнее и осознаннее. Он больше не ждет простых сказок. Он ищет отражение себя, своих чувств, своих противоречий. Сериалы теперь не просто развлечение. Они — зеркало общества, дневник страны, в котором каждый эпизод становится заметкой о том, что значит быть человеком здесь и сейчас. От масштабных драм до камерных интернет-проектов. В каждом из них чувствуется живая энергия. Желание не просто рассказать историю, а затронуть сердце, вызвать размышления, оставить след. Звезды Турдизи тоже изменились. Они больше не просто актеры, они амбассадоры эпохи. Ханде Эрчел, Чагатай Улусай, Эльчин Сангу, Афра Сарачеглу. Каждый из них несет за собой целую волну зрителей, которые следят не только за ролями, но и за тем, как эти люди живут, говорят, выбирают. Их голоса становятся частью культурного диалога. Пока одни сериалы завершаются, в павильонах уже устанавливают новые декорации. Сценаристы снова не спят ночами. Актеры заучивают первые реплики. Режиссеры ищут тот самый взгляд, который заставит зрителя поверить в историю.
И пусть рейтинги меняются. Пусть одни проекты уходят в архив, а другие взрывают соцсети. Одно остается неизменным. Турецкие сериалы по-прежнему говорят с людьми на языке чувств. Языке, который понятен в любой стране и в любом времени. Турдизи – это не просто телевидение. Это живое искусство, которое дышит эмоциями миллионов. Соединяет поколения и границы. И с каждым новым сезоном напоминает: пока есть зритель, пока есть история, которую можно рассказать. Шоу продолжается. Занавес опускается лишь на миг. А за ним уже готовится следующий акт. Спасибо, что были с нами и досмотрели до конца. Если вам понравилось это видео, поддержите канал «Любовь и мечты». Нажмите лайк, подпишитесь и обязательно напишите в комментариях, какая из сегодняшних новостей удивила или вдохновила вас больше всего. Ваши слова помогают нам становиться лучше. А впереди еще больше премьер, историй и эмоций из мира Турдизи. До встречи в следующем выпуске. Пусть в вашей жизни будет столько же чувств, сколько в лучших турецких сериалах. Kamera döner, sahne yanar, bir kalp atar, sessiz duvarlar. Bir kadın yürür, gözleriyle yazar kendi hikayesini yıldızlar kadar. Geceler uzun, yollar taşlı, ama kalbinde ateş saklı. Biz ışığın kadınlarıyız, rüzgarla dans ederiz, küllerden doğarız, yeniden parlarız. Biz ışığın kadınlarıyız, rüzgarla dans ederiz, küllerden doğarız, yeniden parlarız. Bir bakış yeter, bir söz yanar, yalanı deler, sessiz fırtınalar. Söz değil, duruş anlatır, onlar sahnede, biz ayakta kalırız. Kırık kalpler, güçlü adımlar, düşse bile yeniden başlar. Biz ışığın kadınlarıyız, rüzgarla dans ederiz, küllerden doğarız, yeniden parlarız. Biz ışığın kadınlarıyız, rüzgarla dans ederiz, küllerden doğarız, yeniden parlarız. Her iz bir anı, her an bir savaş, gözyaşları bile taşır güneşin sırdaş. Sözlerimiz yankı, yüzlerimiz tarih. Bir sahne biter ama biz varız hala. Biz ışığın kadınlarıyız, yakarız karanlığı. Bir gülüş yeter, bir adım yeter, yeniden doğarız sonsuza kadar.